Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках, какие сегодня предполагаются движения по российским акциям. Так, друзья, давайте начнем с акций компании, конечно же, Сбербанк. Если переходить на недельный таймфрейм, то мы с вами видим, что по недельному таймфрейму здесь наметилась разворотная формация. Поэтому неделя, которая сейчас протекает, весьма вероятно, она будет ключевой. Вот эта неделя и следующая неделя, там, где начинается месяц сентябрь. Потому что если в течение этого времени здесь не возникнет пробой вот этого диапазона максимального значения 340, то наиболее вероятно, что все вот это движение, которое здесь сформировалось, оно приведет к тому, что рост Сбербанка завершится и, соответственно, мы получим окончание роста и коррекционный откат. Ну, первая цель 307,5, она неизбежна, но вообще здесь перспектива движения, она будет к уровню 295. Так, друзья, по Сбербанку, переходя к дневному таймфрейму, здесь возникает картина, которая указывает на то, что так или иначе, несмотря на отскок по нефти, по Сбербанку идет попытка пробития уровня 324,5. И, соответственно, если эта попытка закрепляется, то по Сбербанку возникает неизбежно окончание этого движения и, соответственно, возврат. Ну, первый уровень 307,5. У него этот уровень, он железный. Так, ну вот на 4-часовик, если переходить, здесь возникает картина, которая указывает, что пока ему так вот окончательно развернуться и просесть не дают. Но тренд здесь пошел на то, что Сбербанк будет проседать, будет падать. И весьма вероятно, что в ближайшее время мы все-таки увидим возврат вот сюда, вот в этот диапазон. Что может послужить указанием на то, что вот это движение по столь существенному снижению Сбербанка и окончанию вот этого роста, удержание до конца этой недели в консолидационном диапазоне выше 324,5. Если такое происходит, то весьма вероятно, действительно мы увидим отсюда движение и попытку пробить 343-350 и, соответственно, уйти далее вверх по Сбербанку. Но здесь на текущий момент проблема заключается в двух вещах. Первое — отсутствие идей, драйверов. То есть главное — это идея, какая-то концепция, которая она должна сработать. Например, снятие санкций, ну или какого-то части пакета. Соответственно, если такое происходит, это вызывает всплеск облегчения и рост котировок. А на текущий момент ничего такого на горизонте не предвидится. Единственное, какой может быть положительный момент. Вот эта ситуация с Афганистаном, если там будут определенные гарантии и определенные действия со стороны России в части урегулирования общего положения в этой стране, то как вариант Соединенные Штаты и Европа могут пойти навстречу и какие-то санкции либо снять, либо что-то пообещать. Если такой сценарий реализуется, то, несомненно, в первую очередь положительно это отразится на Сбербанке. Но на данный момент здесь все указывает на то, что в лучшем случае консолидация, а вообще по-хорошему ему нужно проседать. Но Сбербанк — это прокси на российский рынок. Соответственно, если Сбербанк находится на таких значениях, это говорит о том, что российский рынок, он уже достиг потолка и нужен коррекционный откат. Итак, друзья, то, что касается сегодняшней ситуации по Сбербанку, на графике 4-часовой таймфрейм, и в том случае, если мы с утра удерживаем уровень 324,5, не происходит его устойчивого пробития, то у нас сегодня весь день проходит в консолидационном диапазоне. Верхняя граница консолидационного диапазона 331,5, и, соответственно, нижняя граница — это попытка тестирования 324,5. Длительная проторговка ниже 324,5 придет к тому, что он уйдет. Ну, сначала первая цель промежуточная будет 318,3, но вообще по-хорошему ему отсюда падать на 307,5, вот сюда, вот к этому значению.
Так, друзья, далее Газпром, ну давайте четырехчасовик возьмем. Вчера было знаковое событие, первый раз за энное количество лет Газпром 300 пощупал, пока он его не пробил, но то, как это происходило, указывает на то, что высока вероятность повторения этого движения и закрепления выше 300. Здесь у нас, по сути, у Газпрома есть сейчас два ключевых уровня. Первый это 300, как только он пробивается и происходит закрепление, возможно, пойдет очень энергичное движение наверх. И второй уровень на самом деле находится значительно ниже, это 270. Пока этот уровень не пробит, все вот эти пертурбации, отклонения 290, 279, они все будут выкупаться, его за уши будут тянуть на 300. То есть Газпром на текущий момент это очень интересная такая идея, которая связана с тем, что все его откаты, которые не пробивают 270, они приводят к тому, что его выкупают и натягивают на 300. Ну а сегодня и вообще в течение этой недели будет решаться вопрос, таки произойдет пробой 300 и закрепление или не произойдет. Если он происходит, то есть пробиваем 300 и здесь возникает закрепление, то соответственно у нас по Газпрому развивается движение. Ну я не думаю, что до начала сентября это произойдет, хотя такой шанс в общем-то есть. Более вероятно, что все-таки в течение сентября, но до 1 октября мы можем увидеть пробитие и закрепление 300 и очень стремительное движение Газпрома на 350. Но здесь, конечно, надо постараться, потому что все-таки акция достаточно тяжелая. Ну, со Сбербанком ее сейчас не сравнить, но в целом в ней очень много денег находится. И поэтому, ну, чтобы ее протащить наверх, надо, чтобы весь рынок остальной, наверное, застыл в нерешительности, оставался в такой же ситуации. Так, друзья, далее Новатэк. Давайте месячный таймфрейм посмотрим. По Новатэку месячный таймфрейм, он такой немножко страшненький, указывает на то, что потенциал движения наверх, он исчерпывается. На недельном таймфрейме мы тоже видим, здесь начинаются попытки разворота. На самом деле, конечно, у Новатэка ему бы вот куда-то сюда, в район 1520 сходить. Ну и на текущий момент, если переходить на дневные таймфреймы, то соответственно у него вопрос удержания 1700. Вот этот диапазон 1700-1770. Соответственно, если он эту недельку отторговывается, его не пробивает, то весьма вероятно на следующей неделе мы увидим попытку потестить 1820, вот это значение. Если здесь возникает пробой сегодня или на этой неделе, то ну, здесь очень высока вероятность того, что отсюда может развиться движение вот сюда вот на 1670. Пошли сигналы на то, что Новатэк может вполне реально скорректироваться, сходить ниже. Конечно, текущие цены на газ, они этому пока препятствуют, но поскольку бумага не такая тяжелая, как Сбер и Газпром, то ее несколько приспустить задача более легкая. Ну и здесь надо четко понимать, что на самом деле то, что касается голубых фишек, вот этих бумаг достаточно таких объемных, мощных, которые по оборотам занимают топ-10 московской биржи, здесь постоянно идет движняк и перекладка. Ну, достаточно нечасто возникает такая ситуация, когда одновременно растет Сбербанк и Газпром. То есть вот какие-то такие ключевые движения, они, как правило, происходят либо в противофазе, либо когда что-то одно растет, а другое не растет. Это опять же связано с тем, что одновременно существенно тащить и Сбер, и Газпром, эта задача достаточно сложная, и она требует колоссальных вливаний в рынок. Но Новатэк в этом плане полегче, соответственно, его приспустить или двинуть наверх попроще. Так, друзья, далее ВТБ. По ВТБ масса вопросов, поскольку это у нас такая серая лошадка, которая она в последний момент внезапно хоп и пошла, то ли наверх, то ли вниз. Ну, действительно, то есть эта акция, она несколько иррационально порой движется. И когда вопрос касается ее, то здесь лучше все-таки, с моей точки зрения, ориентироваться на какие-то цели, которые близлежащие. Потому что порой логика ее движения, она не всегда поддается анализу разума. Тем не менее, судя по дневному графику, у нас по ВТБ наметился вчера коррекционный откат.
Но, опять же, здесь для того, чтобы этот коррекционный откат, прошу прощения, это была Русгидро. Я сегодня с утра очень долго по Русгидро думал. Вот, и поэтому чисто по Фрейду переключился на Русгидро. Так, вот у нас ВТБ, здесь идет проторговочка. Ну, видите, вот уровень 5 копеек, он с него практически не слезает. Все движения вокруг 5 копеек идут. То есть, ну, вроде как вчера и пошла тенденция на снижение, на падение, но вот эти 5 копеек, они его удержали. Это достаточно позитивный момент. Это говорит о том, что в любой вообще день, если будет продолжать удерживаться этот уровень, отсюда разовьется все-таки движение наверх. Ну и первая фаза движения наверх — это уровень 5,25 и потом 5,5 копеек. То есть его с одной стороны вроде бы здесь такого четкого движения посыла наверх нету, но с другой стороны то, что его держит выше этого уровня, это говорит о том, что он накапливает энергию, и весьма вероятно, когда отвлекутся от более крупных, более мощных акций, ну, Газпрома, Сбера, возможно, захватят ВТБ и его куда-то сюда утащат. Но здесь надо четко понимать, что есть акции, которые как фронтмены, как Сбер, которые они идут на опережение, растут, и есть акции, которые отставашки. Вот в частности Газпром и особенно ВТБ и Русгидро, это как раз есть такие отставашки. Плюс отставашек заключается в том, что у них очень много целей, которые просматриваются. Минус таких акций, как Сбер, заключается в том, что психологически сложно его удерживать, потому что он растет выше тех уровней, которые были. И ну, человеческая природа такова, что когда человек смотрит на график и видит, что там Сбер уходит уже выше тех значений, в которых он торговался и торгуется длительное время, то, соответственно, психологически просто сложно удерживать позицию, когда он уже стал стоить 330, а до этого он таких значений никогда не достигал, и даже в уме было сложно представить на самом деле, что он туда придет. Хотя фундаментально, конечно, у него стоимость находится выше 350. Так, друзья, давайте 4-часовик по ВТБ поставим, но здесь абсолютно четко идет, как воробушки на проводе, они собираются, накапливаются, и ниже 5 копеек ему спуститься не дают. Соответственно, здесь вот все возможные выходы вниз, они произошли, и текущая формация, она указывает, что если он не начинает уходить на уровень 5 копеек вот сюда вот и 4,93 и проторговываться, то текущая формация, она указывает на то, что с этих значений более вероятно, что у него разовьется движение по направлению 5,25, потом 5,5 копеек за акцию. Да, здесь появляются определенные сигналы, которые указывают на то, что возможен задерг на 4,95 вот сюда вот к этому значению. Но то, что его так железно держат на уровне, ну, подобные действия, они часто происходят, когда идет накопление позиций перед выходом и отработки, ну, по крайней мере, какой-то локальной, близкой цели. А у ВТБ такие цели есть, как локальные, так и вообще потом на долгосрочную перспективу. И вот в чем прелесть ВТБ, если это так можно назвать, то, что у него с точки зрения наличия уровней и целей, бумага достаточно прозрачная и понятная, но в плане инициации движения, как она начинает двигаться или откатываться, порой она очень непредсказуема в этом. Так, друзья, ну наконец-то вот Русгидро, который я машинально попытался начать, но там просто определенные моменты, надо все-таки ее, наверное, чуть-чуть попозже рассматривать. Потому что, с одной стороны, бумага, она имеет в себе значительный потенциал для роста, ну и исходя и из фундаментала, и исходя из моды, что это зеленые технологии, зеленая промышленность, зеленая энергетика, поэтому волей-неволей ее будут тянуть наверх. Она менее загадочна, в отличие от ВТБ, но у нее, наверное, даже побольше целей сверху, чем у ВТБ. И вот на текущий момент, то, что мы видели по ВТБ, здесь картина несколько схожая. ВТБ
держит выше 5 копеек, Русгидро держит выше 82,5, 83 копейки. Соответственно, здесь вот этот 4-часовой график, если отсюда не возникает коррекционный откат с пробитием 82 копейки, то у нас отсюда дорога только одна, это движение на 84,43, 84 с половиной, вот сюда к этим значениям. Поскольку очень упорно ее здесь держит, несмотря на проливы, которые возникают, в случае сохранения ключевых уровней, не пробития вот этого ключевого уровня, ее в ближайшее время, на этой неделе, в начале следующей, свозят отработать вот этот уровень. Так, друзья, далее Headhunter, новая звезда, ликвидность у нее, конечно, не айс, пока там, по-моему, в районе 100 миллионов рублей в день оборот, но 3-5% устойчиво в день она показывает. На текущий момент у нее есть, с одной стороны, наметка для коррекционного отката вот сюда, вот в эту область 3500-3550, но тем не менее, судя по силе движения, которая здесь развивается, весьма вероятно, что ее сегодня-завтра протащат, потестить и пробить 4080, ну и куда-то, например, в район 4250 ее свозят. Идея очень рискованная, потому что бумага диапазонная, с ней гораздо проще ожидать, когда она скорректируется, и потом ее покупать. Но тем не менее, здесь вполне проглядывается структура сделок, которая указывает на то, что она может пойти сегодня-завтра выше. Ну, вот мне приходит на ум цель 4250. Однако то, что касается этой акции, я думаю, по ней более рациональный и более эффективный способ действий — это ожидать отката и покупать, когда она откатывается. Но вот в данной ситуации цель отката, на которой, я считаю, с минимум рисков ее можно покупать, это 3650. Поэтому, с одной стороны, здесь может быть пробой движения наверх, исходя из того, как ее очень активно собирали, несмотря на такой значительный рост. Но с другой стороны, по соотношению риск-прибыль лучше дождаться коррекционного отката и здесь ее, соответственно, покупать аккуратненько со стопом и ждать потом дальнейшего ухода наверх. Так, друзья, далее Лукойл, 4-часовой таймфрейм. Ну, смотрите, с Лукойлом здесь все достаточно благоприятно развилось. Лукойл отскочил, но ему осталось немножко доработать вот это движение. В идеале оранжевая линия 6670. Ну и то, что по нефти произошел такой отскок и в целом позитивная динамика, я думаю, у Лукойла больше шансов совершить вот этот цикл движения на этой неделе или даже сегодня, нежели чем откатиться и потестить 6250. Да, здесь была попытка его отлива, но эту попытку скупили и ниже ему пойти не дали. Так, друзья, далее магнит, месячный таймфрейм ставлю. По магниту ситуация интересная, потому что, как вы видите, идет поджатие к уровню 5650. В таких ситуациях при возникновении пробоя актив может очень сильно уйти наверх. Так, ну и недельный график, вот у нас здесь час X грядет, когда магнит от текущего значения, либо по факту достижения 5780, он либо здесь пробивает этот диапазон и открывается движение в район 6250, либо если не пробивает, отсюда идет коррекционный откат, у которого цель движения находится в районе первой 5200, потом 5000. Так, ну вот по дневочке очень задорное движение здесь пошло, а с учетом того, что на носу 1 сентября, еще там денежку школьникам на портфель и учебники дали, я думаю, все-таки высока вероятность того, что по крайней мере будет попытка тестирования значения 5700, его пробой и, ну, по крайней мере, короткое движение в диапазон 6000. Почему я так считаю? Потому что вот все те наборы, которые были в районе 5100-5200, они не привели к тому, что полностью разгрузили позиции. А для разгрузки позиций 1 сентября очень достойный повод. Ну и соответственно в ближайшие дни, если возникает по нему откат с пробитием 5450-5400, то весьма вероятно это движение сентябрьское
оно не состоится. И здесь надо четко понимать, что по факту того, как 1 сентября свершится, весьма вероятно, потому что, скажем так, инерционный процесс этот будет завершен, связанный с новостью, с выделением денег, то может в любом случае последовать коррекционный откат на 5200. Так, друзья, далее полиметалл. Давайте возьмем месячный таймфрейм. Месячный таймфрейм здесь у него указывает на то, что он пока не допадал, и 1440-1420 по-хорошему ему бы еще бы сделать. Но недельный таймфрейм указывает на то, что все-таки более вероятен разворот, плюс то, что сейчас пошел отскок в металлах, в золоте, серебре, вполне как бы дает ему шанс от текущих значений отскочить и совершить движение, у которого цель будет на 1745. Если золото, серебро продолжают возникший локальный тренд на рост, то уже в течение 1-2 месяцев мы по полиметаллу можем увидеть отскок на 1740. Так, ну и дневочка здесь очень задорная, очень задорная. Она прям вот указывает, что его на 1680 в ближайшее время подтянут. Но опять же, здесь надо четко понимать, что все здесь зависит от цен на золото и серебро. Если здесь начинается просадка в металлах, то, соответственно, ни о каком росте полиметалла речи не будет. Но с другой стороны, дневочка по нему, она указывает на то, что в ближайшее время тут как бы масса возможностей для движения. Первая цель — это 1580, и прям вот напрашивается на 1680 его натянуть. Но критерий того, что вот это движение не состоится, это коррекционные откаты и пробитие 1510-1500 вот этого диапазона. Здесь, если возникает пробой, то, соответственно, вся эта энергия, которая здесь накопилась, она теряется, и полиметалл будет либо консолидироваться, либо пойдет проседать. Так, друзья, далее Озон. С Озоном картина очень интересная, очень его наконец-то начали сметать. Вот пришел он на уровень 3900. Соответственно, в ближайшие дни, если мы торгуемся 3900 и выше, то, соответственно, высока вероятность того, что уже до 1 сентября отсюда пойдет импульс движения, у которого цель 4250. Бумага достаточно легкая, и поэтому сегодня, если пойдет сразу большой объем, ее сегодня-завтра могут на эту цель и затащить. Но если она отсюда уходит и начинает торговаться ниже 3900, то весьма вероятно, что его спустят, и цель движения будет 3730 и может быть даже 3670 вот сюда, вот в этот диапазон. Друзья, все основные бумаги, по которым были вопросы. Спасибо за внимание, успешных торгов.